Ребят, всем привет, это новое видео, и сегодня оно будет про аренду в Аргентине. Это очень частый вопрос от тех людей, которые смотрят меня, поэтому я решил записать это видео, чтобы потом на него ссылаться. Если досмотрите это видео до конца, в процессе я вам дам крутые контакты риэлторов, которые помогали мне очень сильно на протяжении почти 10 месяцев, пока я тут. И в целом расскажу про свой опыт. Приятного просмотра, погнали. Это видео больше про процесс аренды, инструкция по аренде, и, возможно, это вам чем-то поможет. Есть несколько основных способов, как можно снимать квартиру. Первый способ, который показался мне изначально самым практичным способом, это найти квартиру без агентств, без риэлторов, чтобы я просто напрямую нашел хозяина и снял квартиру типа у него напрямую. Вот как есть, да, там без всяких дополнительных плат. И в целом я сейчас расскажу именно про этот вариант. В общем, если у вас есть Facebook, то просто заходите на Facebook, если нет, то регистрируйтесь на Фейсбуке. У вас будет Marketplace, заходите на Marketplace, у вас высвечиваются различные объявления. Это понятно, сразу скипайте. Ну вот, например, что подобное. $300. Заходим, смотрим перевод. Временные апартаменты с мебелью. Временные то, что нам надо. Как раз таки вот это темпоралис. Темпоралис. Не знаю, короче, что это значит. Ну, короче, временный. Все услуги включены. Разные зоны. 1, 2, 3 среды, типа комнаты. Контракт от 1 месяца до 6 месяцев. С возможностью продления. То, что нам надо. Мы нашли, если вы искали, это, в общем, по-любому риэлтор. Просто что вы делаете? Если, например, понравилась вам такая-то маленькая студия, фоток недостаточно, ну, мы просто рассматриваем как пример, да, например, квартира понравилась за 300, там контракты расписаны, мы пишем сообщение через переводчик, пишем: хочу снять квартиру, какая комиссия агентства, какой депозит, можно ли там с животными, если у вас животные, можно ли с детьми, и все, и параллельно начинаете как бы диалог с человеком, он вам задает свои вопросы, вы ему задаете свои вопросы, получаете свои ответы, и он получает от вас свои ответы. И в итоге, возможно, вы договариваетесь с ним на просмотр квартиры, приезжаете на просмотр, там договариваетесь о чем-то, и, возможно, снимаете. Все, что вы делаете, это ищете такие различные варианты. Просто листаете, ищете, вот, например, 400, да, тут более-менее как бы, тут сразу понятно, что это какая-то настоящая цена. 400 в месяц, тоже сразу понятно, что это не собственник. Но вот повезет, если вы найдете такую, вот так будете серчить, и найдете, например, что там будет написано от собственника, или там, ну, поймете, что будет от собственника. Рано или поздно вы наткнетесь там на владельца, сможете с ним поговорить. Я таким вариантом находил какие-то квартиры, у меня не получилось их именно снять, но там как бы все зависело именно от меня. То есть люди были готовы, владельцы именно напрямую, прямые собственники были готовы со мной заключить договор, но там либо у меня времени не было, либо ее там уже забронировали до того, как я там сообразил. Ну, получается так, что этот способ достаточно долгий, и вообще не факт, что получится найти, но у нас как бы был такой вариант. Мы договорились с собственником, мы приехали, посмотрели квартиру, всех все устроило, но в моменте оказалось, что я не понял, что мне написали на Фейсбуке, и там нужно было депозит не $400, а $1000. И, в общем, пока мы думали, как взять эту $1000, типа депозита, и стоит ли вообще ее давать на следующий день, то квартиру сняли. То есть это прям очень редкие варианты, их сразу же, ну, забирают. В общем, если есть время, не хотите через риэлторов и через, там, с комиссиями и тому подобное, через агентство, то это вариант для вас, я думаю. Все в ваших руках, если есть время, есть желание, вы можете именно таким вариантом найти себе квартиру. Второй вариант через агентство. Есть различные агентства, которые занимаются подбором квартир. С таким агентством связался и я, точнее, не с агентством, а с человеком. Зачастую эти риэлторы, наши русскоговорящие, в общем, в основном эти риэлторы берут какую-то комиссию, зачастую она достаточно большая. Я дал вам несколько контактов, которые очень классно помогали мне на протяжении поиска квартиры. Тут так рынок устроен, практически невозможно снять квартиру без риэлтора, поэтому выбора нету практически. Либо вот, как из первого варианта, очень долго искать, либо обращаться к риэлтору. Но есть, получается, риэлторы, которые берут какие-то адекватные деньги за помощь, они реально там на протяжении 2 недель ищут для тебя квартиры по твоим запросам, узнают, где-то там серчат информацию, где-то серчат квартиры через агентство, через что-то, предлагают как бы достаточно адекватные условия. Поэтому первый контакт я дам именно сейчас. Это девушка,
через которую мы, соответственно, сняли нашу нынешнюю квартиру. Она очень сильно нам помогала, она очень сильно пыталась договариваться вообще по всем абсолютно вопросам. Эта девушка была всегда с нами на контакте, никогда не было никаких вообще проблем. В целом, ну, с ней получилось снять квартиру, что мы ей очень сильно благодарны. Вы можете без проблем ей написать, что от меня будет какая-то небольшая скидочка. Она 100% вам поможет, у нее есть группа, где она постоянно выкладывает квартиры. Квартиры эти в основном с 10% риэлторским сбором. Также есть квартиры без риэлторов, поэтому пишите. В общем, второй вариант — это когда вы находите какого-то русскоязычного, либо англоязычного, либо испаноговорящего риэлтора, который связывается с агентствами, и за свою вот такую помощь в поиске квартиры вы платите ему какую-то сумму, платите процент от контракта агентства, и в основном этот человек может для вас искать агентство, у которых 10% от контракта, потому что иногда нам встречались там и 20, и 30%, что уже как бы вообще невероятная какая-то сумма, я считаю, даже не стоит к ним обращаться. Если есть 10%, они более-менее нормальные, адекватные, как я считаю. Вы платите сумму своему риэлтору, который вам помогает, переводит. Вы платите 10% от контракта за квартиру, платите за квартиру, за депозит. То есть это такой более-менее средний вариант. Третий вариант, наверное, самый, как я понимаю, адекватный. Соответственно, вот через этот вариант, скорее всего, я пришел ко второму варианту. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Есть группы по поиску квартир. И каждый день огромное количество риэлторов туда выкладывают свои варианты, там за $2000, за $3000. И первое время я смотрел и думал, блин, типа, ну, очень дорогие квартиры, даже не стоит там обращать внимание на эти группы, просто скипал их, потому что там квартиры прям оверпрайс. И в моменте я подумал, когда у нас там не было вариантов каких-то, я подумал, что попробую написать в подобную группу, там есть разделы, где ты предлагаешь, что ты хочешь снять. Я подумал, почему нет? И просто написал, что я хочу снять квартиру. Ну, написал, в общем, все условия, при которых я хочу снять квартиру. С какими процентами, какая сумма у меня есть на квартиру, чтобы этот риэлтор сразу мог предположить, сколько у меня есть, да. И этот вариант оказался вообще самым таким, как мне кажется, идеальным, потому что я не тратил свое время на поиск абсолютно ничего. Все, что я делал, это вот так сидел в телефоне целый день, и мне куча риэлторов кидали кучу разных предложений, кучу разных вариантов. И как раз-таки этот способ оказался вообще самым идеальным, потому что именно при этом способе мне приходили самые лучшие предложения в районе там $200-300 за квартиру, без мебели, на долгий контракт. И я просто приехал, посмотрел, нам все понравилось, но ее уже забронировали. И то есть на эти квартиры, такие, ну, недорогие, на них огромный спрос. Но если в целом, типа, у вас есть время там 2 недели, то вы ждете вариант, приезжаете, смотрите. Если успели там забронировать, арендовать, хорошо. Не успели, следующий вариант ждете. Они достаточно часто попадаются такие варианты, поэтому пишите в группу, в поиск, что мне нужно то-то и то-то, чуть ли не каждый день можете писать, и риэлторы будут видеть, что вам нужно то и то. У них там, например, есть какой-то вариант, который вот прям точно подходит, либо примерно подходит, они вам пишут, вы договариваетесь об условиях, едете смотреть квартиру, и то есть это намного практичнее и удобнее именно взаимодействовать с русскоговорящим риэлтором. Это я на протяжении всех вот этих наших процессов понял, просто потому что я миллион раз писал местным аргентинским риэлторам, они меня не понимают, я их тоже не понимаю, в итоге это все непонятно, они начинают просить какие-то гарантии, я говорю, только у вас в объявлении нету никаких гарантий, они говорят, ну вы то, ну вы это, покажите доход. В общем, я не знаю, может быть это я дурак, но как-то проще мне намного показалось именно через русского риэлтора. Лучше заплатить там $150, реально, но тебе кучу вариантов скинут, ты не платишь за то, что тебе кидают варианты, в итоге потом там из 100 вариантов ты выбираешь условно какой-нибудь подходящий, едешь смотреть его, и в случае, если тебе все нравится, тебя все устраивает, ты отдаешь там какую-то часть суммы риэлтору, который тебе помог, а он по факту реально сделал огромную работу, чтобы тебе помочь, он там с тобой поехал, туда поехал, договор заключил, квартиру посмотрел, все отфотал, договорился. Если какие-то вопросы, он все решает. Именно такие контакты я вам хочу дать, чтобы вы могли с ними связаться. Именно те люди, которые мне помогли, которые мне старались помочь и которые были нацелены как бы на то, чтобы у меня все было окей. Соответственно, тут стоит выбор просто между неадекватными, которых очень много, и между теми, которые реально готовы помочь, реально хотят помочь и реально хотят заработать и берут за это не какие-то тупые суммы, там, не вообще непонятные за что. То есть берут объективную небольшую сумму за свою помощь. И я считаю, что эти варианты самые адекватные, которые можно сейчас придумать. Возможно, я не прав. Вы сидите, смотрите, и вы там уже знаете какой-то крутой способ, как можно арендовать квартиру. Я считаю, что нужно делиться такими вариантами. Никому от этого хуже не будет. Если вы реально знаете способ, как можно это все сделать, прямо сейчас пишите в комментарии.
как вы снимали квартиры, какие есть классные способы. Я говорю, делюсь только своим опытом, как у меня все происходило. Поэтому пишите в комментарии, скидывайте, возможно, какие-то там номера своих риэлторов. И обязательно, если будете, например, скидывать, если даже это ваши контакты, если вы, например, риэлтор, скидывайте, например, номер и пишите там: работаю с агентствами там 10% от контракта, допустим, беру $150 за услуги. И тогда человек уже будет понимать: хорошо, вот есть такой-то человек, можно ему написать. В общем, да, это все мысли, которые я хотел сегодня, наверное, рассказать вам по поводу квартир, по поводу аренды вообще в Буэнос-Айресе. Цены мне все равно кажутся какими-то неадекватными за квартиры, но что есть. В общем, все полезные ссылки, которые у меня за время, проведенное в поисках квартиры, появились. Я их оставлю для вас в описании. Если они смогут предложить вам какие-то варианты, скорее всего, это будут какие-то хорошие варианты. И опять же, моя информация, которую я пытаюсь рассказать на своем канале, это просто мой опыт. И я не говорю, что это единственное решение. Возможно, этих решений несколько, возможно, в 10 раз больше, о которых я говорю. Но это даст хотя бы какую-то информацию для вас. Возможно, это будет видео полезным для вас. Возможно, вы сможете проанализировать и какие-то разные ситуации. Поэтому спасибо еще раз вам за просмотр, что смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. У нас уже, наверное, когда выйдет это видео, будет 1000 подписчиков. Я безумно благодарен каждому. Спасибо за просмотр еще раз. Пока-пока.